Всем привет! Каждый, кто хоть раз пользовался бюджетным электроинструментом холода, сталкивался с такой проблемой, когда кабель на морозе дубеет. Конечно, есть и исключения из правил, но в большинстве своем производители не парятся и ставят дешевый кабель минимального допустимого сечения и длины. На части своего инструмента я уже поменял штатный кабель и делал это только после того, как подходила к концу гарантия. Ни для кого не секрет, что гарантийным сервисам только дай повод в отказе, и они этим воспользуются на все 100%. В этот раз подошла очередь поменять кабель на торцовочной пиле. Для этого были приобретены каучуковая вилка и кабель маркировки ГГТ, диапазон температуры эксплуатации которого от минус 50 до плюс 75, сечением 1,5 квадрата против штатного 1 и длиной 5 метров против 2 метров штатного. Для моих условий эксплуатации этого хватит более чем за глаза. Из инструмента нам понадобятся кусачки для снятия изоляции, отвертки крест и шлиц, клещи для обжима наконечников, ну и в принципе сами наконечники. В идеале иметь еще и нож для снятия изоляции. Приступаем к сборке. Сначала собираем вилку в свободное от работы время. Вдруг торцовка нам срочно потребуется. При выполнении мелкой работы, такой как замена вилки и установка одиночной розетки, я использую перчатки для фитнеса. Они очень удобны, не сковывают движение, дышат и, что самое главное, дешевые. На работе использую или штурм, или гроз. К сожалению, любимые Милуоки стоят как крыло от Боинга, и вынужден от них отказаться. Так как крепления вилки у нас винтовые, то провода в обязательном порядке гильзуем. Тем самым мы избегаем повреждения жил в дальнейшей эксплуатации. Несколько раз протягиваем последовательно все винты. Проверяем затяжку. После сборки вилки переходим к пиле. Здесь я еще не знал, как крепятся провода в разъеме. Винтовые или зажимные. А возможно клеммы папа-мама. Как говорится, действовал по обстоятельствам. Тем более, что все необходимое было у меня в наличии. На любой цвет и вкус. Еще раз хочу предупредить, что снимая верхнюю крышку, в которой вкручен один винт с краской, вы снимаете инструмент с гарантии. Подумайте, стоит ли это делать до истечения гарантийного срока. Если все-таки решились, вперед. Да уж, давненько не заглядывал сюда. А вернее, ни разу за 4 года эксплуатации пилы. Берем специнструмент под названием пылесос и вычищаем все опилки. Делаем чисто-чисто. После уборки начинаем заниматься кабелем. В нашей пиле зажимы оказались винтовые. Ну что ж, винтовые значит винтовые. Откручиваем и снимаем кабель. Снимаем все стикеры и переставляем на наш новый фельдеперсовый кабель. Делаем все по фэншую.
Теперь займемся делом. Отмеряем необходимую длину и снимаем изоляцию с нашего нового кабеля. Ну, пока получается 1 в 1. Откусываем лишнее. И контрольная проверка. Далее все собираем в обратной последовательности. Все используемые мной необходимые материалы я укажу в виде ссылок в описании. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи!